Привет всем! Привет! И добро пожаловать в это летнее видео. Сейчас середина лета, и самое время рассказать о такой неожиданной стороне города Нью-Йорк, как его пляжи. Ну, в самом деле, это никогда не приходит в голову в первую очередь, когда думаешь о таком крупном мегаполисе, как Нью-Йорк-Сити. И поэтому мы хотим показать вам этот город во всей его такой песчано-океанской красоте. В этом месте мощная река Гудзон впадает в Атлантический океан. И течение этой реки, песчаные грунты и океанские приливы сформировали очень интересное природное образование. Именно о них мы вам и расскажем в этом видео. Меня зовут Вася, это моя жена Аня. В настоящее время мы проживаем в городе Нью-Йорк, я думаю, временно, и путешествуем по Америке в поисках лучшего места для проживания, смотрим разные места. В прошлом видео мы рассказывали вам о нашем первом опыте хаус-ситинга в штате Вермонт. Это очень интересно, обязательно посмотрите. А сейчас давай перейдем к теме этого видео, к пляжам. Пляжам города Нью-Йорка. Да. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Не нуждается в особом представлении. Сюда ежегодно приезжает более 60 миллионов туристов, между прочим. Что они здесь смотрят? Что это делают? Городские достопримечательности, смотрят бродвейские шоу, музеи, гуляют по атмосферным райончикам, шопингом занимаются. Да, туристам здесь есть чем заняться. Но это для туристов, у которых там есть всего 2-3 дня на этот город или максимум неделя. А у местных жителей совершенно другие заботы, им нужно как-то обустраивать свою жизнь и свой быт. А что может быть лучше в жаркий летний день, чем сходить на пляж и искупаться? Ну, наверное, только сходить на пляж и искупаться. Ну, либо пошопиться. Нет, на пляж и искупаться. Либо купить жене бриллиант. Тогда фиг с ним искупанием. Точно? Погнали? Погнали. Более 50 километров береговой линии города – это океанское побережье. И по разным оценкам, примерно 27 километров в совокупности занимают песчаные пляжи. Городские пляжи бесплатные, хорошо благоустроенные. Здесь есть спасатели, которые будут за вами внимательно наблюдать и свистеть, и махать руками, если вы делаете что-то небезопасное на воде. В будни такие места относительно свободны. Но в выходные местные жители вспоминают, что они живут на океане, и тогда на пляжах становится немного тесно. Находясь на Брайтон-Бич, надо немножко, я думаю, рассказать об истории этого места. Примерно век назад здесь была курортная зона. Это был пригородом Нью-Йорка, здесь прекрасный пляж, и сюда было замечательно ездить и отдыхать. Во время Великой депрессии отели в основном разорились, и город разрастался, и этот район стал просто пригородом Нью-Йорка, куда переселилось в основном бедное темнокожее население. Новый расцвет это место приобрело уже где-то в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда сюда стали массово переезжать выходцы из бывшего Советского Союза, которые планомерно начали вытеснять темнокожее население от Брайтон-Бич в сторону Кони-Айленда. И с тех времен я помню одну замечательную историю, рассказанную мне бывшим итальянским полицейским, о том, как русский бабка с помощью ритмичных взмахов сумочки определенных слов, которые ему достаточно трудно было мне повторить, доказывала 5 крепким темнокожим парням свое право жить в этом замечательном месте. Надо понимать, что в те времена в городе Нью-Йорк была достаточно сильно развита преступность, и эти парни легко могли вас вечером встретить на улице и попросить поделиться лишней десяточкой, двадцаточкой на день рождения другу или просто так. Мы ехали сюда по Брайтон-Бич-авеню. Над этой улицей проходит ветка нью-йоркского метро. Здесь много названий на русском языке. Кафе, медицинские офисы, культурные центры – все для русскоговорящих. Вообще райончик считался непрестижным вплоть до конца 20 века. Здесь были грязные улицы, криминальная обстановка, много нелегальных иммигрантов. А на лето он оживал, потому что люди сюда приезжали со всего Нью-Йорка на пляж. А вот расцвету района способствовал распад Советского Союза. Именно перестройка помогла становлению этого места, она смешала иммигрантов времен застоя и бизнесменов. Новые иммигранты, в основном русскоязычные, украинцы, узбеки и другие этнические группы, создали многочисленные бизнесы, рестораны, магазины и предприятия. Тут нам крупно повезло, и мы нашли свободное место на парковке прямо у пляжа. Мы даже не рассчитывали на такое чудо, готовы были парковаться гораздо дальше от океана и идти пешком минут 10. Эта парковка платная, как и большинство в этом районе. Вот где на карте находится Брайтон-Бич. Пляж на Брайтон-Бич – это бесплатный городской пляж. Здесь, как и на других городских пляжах, есть все удобства – лавочки, навесы от солнца, туалет, душ, экран, чтобы ноги помыть от песка, фонтанчики с питьевой водой, несколько кафе.
Ширина песчаного пляжа около 100 метров, а глубина океана начинается метрах 6 от берега, поэтому это удобно для детей и людей, которые не умеют плавать. Вода теплая, градуса 24 и достаточно чистая. Мусор с песка регулярно убирают, есть много мусорных баков. Только вот кабинок для переодевания мы почему-то не обнаружили. Пришлось воспользоваться туалетом, но хорошо, что они здесь чистые. На улице около 30 градусов, но воды не жарко. Брайтон-Бич переходит в Кони-Айленд-Бич. Хотя, по сути, это один и тот же пляж, но движуха на пляже Кони-Айленд заметно больше, видимо, из-за парка аттракционов. Здесь часто вдоль песчаных пляжей идут деревянные пешеходные набережные протяженностью несколько миль. Они широкие, по ним гуляют пешком, катаются на велосипедах, собачек выгуливают, просто сидят на лавочках и смотрят на океан. Попробуем сейчас найти свое место под солнцем, но сидеть долго не будем. Искупаемся и домой поедем. Не нравится много людей на пляже? Пожалуйста, вот другой пляж. Мы сейчас на острове Стейтен-Айленд. Это другой район Нью-Йорка. Здесь не открытый океан, а залив. Плюс недалеко впадает река Гудзон, которая проходит через множество городов и индустриальных центров. Вот поэтому вода в океане здесь не такая чистая, как на Брайтон-Бич. Купается значительно меньше людей. Мы специально приехали во время прилива, думали, что вода будет чище. Но нет, она не была прозрачной, мы поплавали один разик и все. Вот какие-то медузы или кусочки медуз. Они не жалят, но постоянно дотрагиваются до тела в воде. Это как-то неприятно. Сам пляж чистый, бесплатный. Привычная городская инфраструктура. Души, туалеты, фонтанчики с питьевой водой. Так, раз купаться здесь не очень, то что делать-то? Местные жители бесконечно ловят рыбу. Кто-то ловит с берега. Но вот этот пирс – самое популярное место для рыбаков. Что-то здесь, наверное, и ловится, но половина рыбаков точно приходит за общением. Это стол для разделки рыбы. Вот женщины какие-то сетки в воду опускают. Прямо в ограждении крепление для удочек. А это популярные в Америке складные стулья. Мне кажется, американцы всегда берут их с собой, куда бы они ни пошли. Вдруг окажется, что можно почилить или посидеть с друзьями, а стула под рукой нет. Здесь отличная набережная для прогулок 2,5 мили. После нее еще по берегу можно идти несколько миль. На острове есть более 15 пляжей поменьше, но это скорее дикие пляжи, большинство не подходят для купания. Но для прогулок по песку, для рыбалки и просто посидеть на берегу океана в одиночестве – это самое оно. А вдоль больших пляжей расположены спортивные площадки для игр на открытом воздухе – бейсбола, волейбола, футбола, для скейтбордистов. Это диспенсер для раздачи крема от солнца. Здесь несколько больших парковок, всегда можно место найти. Все это бесплатно. В таких домиках обычно находится персонал, который обслуживает пляжи. Закат здесь очень красивый, хотя солнце садится не там, где положено для красивой картинки. А мы вот здесь сидим и делаем то, что многие бы сделали. И отдельно стоит пляж на Сэнди-Хук. Хотя географически это не Нью-Йорк, это другой штат, это Нью-Джерси, но он определенно стоит того, чтобы вам о нем сейчас рассказать. Это очень узкий полуостров длиной примерно 16 километров. Такой естественный барьер, который отделяет побережье Нью-Джерси от Атлантического океана. А ехать сюда всего час на машине от Нью-Йорка. Так как дорога одна, неудивительно, что припарковаться буквально негде. Неделю назад нам удалось встать около платного пляжа. Мы прошли от него минут 10 пешком по дамбе и купались на неплохом диком пляже. А в этот раз мы приехали около полудня в выходной день и искать парковку даже не пытались. Бесполезно. Встали где-то у дороги на пару минут, чтобы сделать это видео. Мы сейчас находимся на узкой песчаной косе, с одной стороны которой находится открытый океан, и там можно купаться, там есть пляжи, а с другой стороны закрытая водная акватория, из которой есть выход в океан через мыс, но здесь не бывает волны, здесь нет практически ветра, и это позволяет прямо около своего дома построить вот такие вот частные причалы и парковать здесь свои лодки.
А вот так выглядит платный пляж в 5 минутах ходьбы на другую сторону полуострова. Волны здесь зависят от направления и силы ветра, но бывают почти всегда, поэтому и серферы сюда приезжают. А это в 10 минутах пешком от платного пляжа. Совсем неплохо. Вообще купаться на диких пляжах здесь нужно очень осторожно из-за сильных прибрежных течений. Нельзя уплывать далеко от берега. Мы узнали, что буквально месяц назад здесь утонул 15-летний подросток на пляже без спасателей. Во время осенне-зимних штормов здесь нередко бывают серьезные наводнения. И штормовые нагоны уничтожают прибрежную растительность, разрушают песчаные дюны. Поэтому здесь в последнее время ведутся работы по восстановлению или укреплению дюн. Северная часть полуострова, собственно, Сэнди-Хук, там находится старинный форт Хэнкок и много больших пляжей с парковками. Есть еще заповедная территория для птиц. Въезд на легковой машине на пляже Сэнди-Хук в сезон стоит $20 в день. Но если едешь только в историческую часть, платить не нужно. Хотя эти части друг от друга ничем не отделяются. На территории более 100 исторических зданий, которые использовались для жилья, офисов, больниц и столовых. Первые военные укрепления на Сэнди-Хук появились еще в XVIII веке, но основные были построены в XIX и XX веках. Это место очень выгодно расположено для того, чтобы разместить орудийные батареи для защиты залива города Нью-Йорк, особенно для более дальнобойных орудий, которые появились в XX веке. Военная база осуществляла здесь свое боевое дежурство аж до 1974 года. И здесь же в форте находится старейший из действующих маяков Америки, это Сэнди-Хук Лайтхаус. Он был построен в XVIII веке, и он тогда находился в 150 метрах от воды. Однако из-за изменения береговой линии он сейчас в 2 километрах от океана. Сразу за батареей большой и очень популярный пляж. С пляжа открывается вид на Бруклин, а за ним видны отдельные небоскребы Манхэттена. Но пляж с изюминкой. Купальники там не нужны. Поэтому и видео оттуда особо сделать не получилось. Пляж в таком качестве существует более 50 лет и считается одним из лучших нудистских пляжей в мире. И последний в нашем видео пляж – это пляж Рокуэй в районе Квинс, его юго-восточной части. Это пляж, который располагается на длинном песчаном полуострове. В этом плане он мне напоминает Сэнди-Хук. Это тоже пляж выходит на открытый океан и отделяет океан от суши через маленький пролив. Рокуэй является частью системы барьерных островов, которые укрывают и защищают материк от мощных ветров и разрушительных штормов и ураганов. Пляж совершенно бесплатный, просторный и чистый. Здесь дует океанский бриз, а пляж от дороги отделяет живописные дюны. Длина всех пляжей около 11 километров. Он очень широкий, более 100 метров. Вокруг жилые кварталы, многоэтажные и частные дома. Пронумерованные улицы под названием Бич отходят перпендикулярно от пляжа. По этим номерам удобно ориентироваться на самом пляже. Вот, например, между 67-й и где-то 92-й улицами официальные пляжи для серферов, там же обучают новичков. Вообще, Рокуэй считается одним из лучших мест для серфинга в Нью-Йорке, особенно в период с сентября по апрель, когда волны становятся более сильными. И несмотря на то, что сейчас суббота, середина дня, пляж не такой уж многолюдный. Он действительно огромный, длинный, широкий. И здесь очень легко найти место, чтобы не сидеть в толпе. Не верится даже, что после суперурагана Сэнди в 2012 году полуостров превратился в федеральную зону бедствия и напоминал тогда сцену из зомби-апокалипсиса, потому что океан соединился с заливом и выбросил на улицы гигантские песчаные наносы. Но сейчас район полностью вернулся к жизни. В частности, набережная вдоль моря, она полностью реконструирована после урагана Сэнди, и теперь это место для долгой прогулки длиной почти 9 километров.
До пляжа легко добраться на метро, или за 40 минут можно доехать из центра Бруклина на автобусе. На машине быстрее всего через платный мост. Мы приехали в 10 утра в субботу и достаточно легко припарковались на улице около одного из жилых комплексов. Ну что, самое время подвести итоги Ну да. наших пляжных похождений. Ну, что скажешь? Вот я заметил такой интересный момент. В то время, пока мы готовили материал для этого видео, мы буквально рядом с нашим домом посетили огромное количество мест, о которых вообще не знали. И поэтому я могу вам порекомендовать перед тем, как отправляться в дальние путешествия, посмотреть, что находится рядом с вами. Да. Вот Аня собрала очень много материалов и много чего прочитала, какие-то Было исторические, интересно. исторические факты, вот про Сэнди Хук, например. Но если смотреть на все-таки эту агломерацию Нью-Йорка и его пляжи в качестве постоянного места проживания, наверное, все-таки это не наше. Тут все-таки это город, тут много людей, здесь трафик, здесь местами грязно, хотя в целом город чистый, здесь шумно, конечно же. Поэтому, наверное, все-таки мы бы для жизни выбрали место, где людей поменьше. Поспокойнее. Да. Да. Разве что мне очень понравилось место, там, где рядом Сэнди Хук, там, где у дома можно прям парковать лодку. То есть, с одной стороны, ты живешь в доме на берегу океана, а с другой стороны, у тебя лодка стоит в защищенной акватории, но при этом ты все равно можешь выйти на лодке в океан. Вот это место мне, конечно, очень понравилось. Ну, мне тоже понравился этот полуостров, и понравилось, что там есть историческая часть, форт старинный можно посмотреть, не только на пляжах поваляться, и пляжей там очень много, но далековато от Нью-Йорка, это самая дальняя точка была наших поездок. Для меня пляж номер один из увиденных недавно это все-таки Роковый бич, он достаточно удобно находится, чтобы добираться туда и на общественном транспорте, на автобусе, на метро, и на машине мы не так уж долго ехали, мост, правда, туда платный, но это не беда, он не такой дорогой. Мне понравилось, что там достаточно несложно припарковаться, особенно если пораньше все-таки выбраться туда часов в 10, если приехать с утра. Есть места для парковки. И сам по себе пляж настолько огромный, он такой широкий и длинный. Мне кажется, хоть бы все жители Нью-Йорка решили туда приехать в один день, все бы разместились, всем бы нашлось место. Он не был бы таким перенаселенным, как Брайтон-Бич, например. Я думаю, с обзором нью-йоркских пляжей мы закончили. Да. Мы придумаем какую-нибудь еще одну интересную поездку. Мы уже придумали интересную поездку. Да. Мы поедем снимать очередное видео для вас, а вы следите за нашим каналом. Да, спасибо вам. Да. Здесь будет интересно. Пока-пока.